Вы прилетели в аэропорт. Здесь вы можете снять или разменять деньги. Расчет в Беларуси только в белорусских рублях. Курс во всех обменниках примерно одинаковый, в среднем 2 рубля за 1 евро. Есть несколько вариантов, как добраться из аэропорта в город. Первый, в аэропорту вы можете взять в аренду автомобиль. Цена около 40 евро за сутки. К слову, в Минске есть автомобильный каршеринг, если хотите самостоятельно перемещаться по городу. Второй вариант – это такси. Можно заказать такси прямо в аэропорту по фиксированной цене – 30 рублей, и вас довезут в любую точку города. Также можно заказать Яндекс или Uber. В Беларуси это одна служба. Цена примерно такая же. На выходе из аэропорта стоят таксисты. Вот они. И предлагают свои услуги. Категорически не рекомендую. Они скажут, что поедут по счетчику, а по завершению поездки они называют цифру 100-200 рублей. Привлечь их за обман не получится, они сами назначают себе тарифы. И закон на их стороне, к сожалению. И на будущее. В городе садиться в такси от борта также не рекомендую. Особенно если на ней нет опознавательных знаков, кроме шашечек. Вот как на этой. Очень вероятно, что вас там обманут. Лучше заказывать такси через оператора. Номера популярных такси будут в описании к ролику. Бюджетный вариант, как добраться до города. Это маршрутное такси или автобус. Ездят они по расписанию. Маршрутка ходит с 7 утра до 12 ночи. Автобус круглосуточно. Через каждый час. Цена поездки 4 рубля. По времени, что такси, что автобус, едут около 50 минут до центра города. Дорога в Минск – это небольшая экскурсия. Сразу вы можете посмотреть списанные советские самолеты компании «Белавиа». Позже вы увидите мемориальный комплекс «Курган славы», ну и проедете по главному проспекту города Минска. Остановки маршрутки и автобуса одинаковые. Первая остановка – метро Уручье, это сразу при въезде в город. А следующая – автовокзал. Он расположен рядом с железнодорожным вокзалом. Где остановиться в Минске? Прямо в переходе вокзала я нашел рекламу квартир на сутки. Офис расположен рядом с вокзалом. У них больше 40 квартир на выбор. Тут мне рассказали интересную информацию, что если гость приезжает по программе без виз более 5 дней, то ему нужно будет зарегистрироваться в отделе по гражданству и миграции. И это отдельный квест. Часа на 3. Можно зарегистрироваться онлайн на сайте, но сайт очень плохо работает и не у всех получается это сделать. Ссылка на сайт будет в описании. Если этого не сделать, то по выезду из страны будет ждать штраф 100 евро. Без визы в стране можно находиться до 30 дней, кроме граждан России. Их это не касается. Тут при заселении они делают регистрацию на месте. Еще нюанс. Если вы забронировали квартиру без предоплаты, то по приезду можете остаться без жилья, так как нечистые на руку агентства могут ее сдать тому, кто оплатит ее быстрее. Вам же скажут, что ничего не знают о вас или вовсе не снимут трубку. Это похоже на правду, так как я уже слышал такие случаи. Договорился посмотреть вживую несколько квартир. Так выглядит однокомнатная квартира за 30 евро. Это трехкомнатная квартира за 70 евро. Как по мне, вполне хорошо. Цены могут быть выше в праздники, когда наплыв туристов, но это в принципе как везде в Европе. Решил зайти в хостел. Расположен он в историческом центре, Троицкое предместье, в центре города. Так тут выглядит комната отдыха с общей кухней, а так сами койко-места в 6-местной комнате. Цена в среднем 10 евро за сутки. Забронировать квартиру или койко-место в хостеле можно будет через сайт. В описании к ролику будут ссылки на квартиры и на хостел, где я был. И, конечно, есть варианты гостиниц, но они значительно дороже.
Как перемещаться по городу? В Минске в целом хорошо развита транспортная структура. Так выглядит карта метро. В 2020 году появится третья линия метро. Метро, думаю, основной вид транспорта в Минске. Стоимость 65 копеек или 30 центов за поездку. В часы пик бывает тесновато в салоне, но в целом очень хорошо. В центре города ездят преимущественно вот такие электрические автобусы. По Минску очень комфортно передвигаться пешком, но это будет в следующем выпуске. Спасибо за просмотр.